Вот как треснуть кому-нибудь захочется. Тум-тум-тум. Вот и скетчбук под рукой. Идеальная штука. Сейчас расскажу. У меня Canson формата А3. Невероятно практичный, мной очень любимый. И зарисовал его весь за год. У меня много стримов из Италии, где я как раз рисую в этом скетчбуке. В нем много проектов. Проекты Италия, Россия, кажется, еще Германия. И Грузия. И он пережил это все. Смотрите, он круто прошитый. У него отвалилась обложка. Была вот такая черная книжная обложка. Но с самим страницам ничего не произошло. У него чем больше проблем, тем красивше он становится. Купил в Союзе художников по скидке. Мне стоило 1200. Сейчас его дешевле, чем за 3500. За 4000 купить невозможно, мне кажется. Ну, я не нашел. Бумага обалденная. Белая и чуть-чуть молочный тон. Чуть-чуть. Очень прочная. Линеры такого типа насквозь ее не пробивают. Рисуешь на одной стороне радостно, на другой все окей. Но, конечно, маркеры пробивают насквозь. Поэтому с маркерами осторожно. С перьевыми ручками тоже проблем нету. Рисуем пером. Опять же, все только симпатичнее становится. Моя перьевая ручка Лами. Вот такая. С этим скетчбуком прикольно ходить, засунув его под мышку. Это весомо, внушительно и симпатично. Скетчбук поменьше такого эффекта не дает. Например, ну как-то уже не так. Что-то уже не то. А вот так нормально. Да, определенно. Это стиль. Обычную графику он переносит великолепно. Если использовать воду, то есть акварельные техники, например, рисуем пером и размываем чернила водой. Я часто это использую. В бумаге тоже никаких проблем. Она чуть коробится, от этого приходит эффект. Я не знаю, как будто бы чуть-чуть древность, но от этого только намного лучше. Страницы становятся чуть волнистыми, ты трогаешь вещь. Теперь, когда он со мной, когда он полностью заполнен, он, конечно, уже никуда не ездит. Только если на мои мастер-классы, где я показываю, каким должен быть проектный скетчбук. Но когда он был частично чистенький, идеальный формат для рюкзака, для путешественнического рюкзака. Закинул, едешь. Взял с собой такой небольшой набор для рисования, и ты готов к проектированию и к скетчингу. Тебе, по сути, больше ничего не нужно. Пришел в кафе, положил скетчбук, ешь кофе, рисуешь. Или где-то в городе делаешь зарисовку. Или у тебя проект, ты пришел, разложил весомую книжицу, растопырил. Рассказываешь как. Круто, когда ты занят чем-то, а он просто лежит рядом. И вокруг другие люди, коллеги, скажем. Это как твое портфолио, которое всегда с тобой. Не придут, посмотрят, вдумаются, вчитаются, всмотрятся в проекты. А ты делаешь какое-то свое дело. Блин, это приятный момент. Это интересный момент. А вот такая книжица, она всегда вызывает интерес. Это вам не бездушная электронная презентуха. Это материальная, крутая, весомая штука. Это как будто бы небольшая книга, которую ты написал. У меня тут тексты, наверное, 1/5. Потому что все проектные истории. Потому что их нужно пояснять. Потому что это концептуальные проектирование в том числе. Это нужно все прописывать. Это как будто бы книга, которую я написал. Я думаю, нужно сделать по моим скетчбукам артбук. Свести лучшее в какую-нибудь такую альбомную или книжную историю и радостно это все распечатать. Я думаю, я точно сделаю такую штуку. Обычно в скетчбуке я думаю общими моментами, обобщенные идеи по проекту. Большие глобальные штуки. Потом, когда приходит детализация, тут выявляется формы, я переношу это 3D. И дальше идет визуализация. Я делаю небольшие микрофильмы по моим проектам. В описании к видео там есть ссылка, можно посмотреть. Некоторые мои публичные работы. Классный эффект от скетчбука, то, что вот так вот перелистываешь, и так как все это вещи супер материальные, тебе приходит много воспоминаний о том, когда ты это делал, что это было, с кем это было, потому что это не электронный отпечаток, на каждом из листов ты работал, ты прям помнишь это. С такой материальной штуки воспоминания приходят намного легче, намного интенсивнее, поэтому тоже я вот это вот люблю. Неизмеримо круче, чем заметки в iPad, в миллион раз лучше, чем галерея на ноутбуке, невозможно даже сравнивать. И таких скетчбуков у меня уже копится стопочка. Я думаю, я сделаю обзоры по каждому из них. Не, может быть, расскажу про каждый из них. Обзор нужно делать, наверное, не по скетчбукам, а по проектам, которые в них нарисованы. Потому что для меня главное проектирование, не рисование. Где купить такую радость? Я видел на Яндекс.Маркете. Да, 3500, по-моему. Если вам нужна, то можно еще глянуть на Озоне. Из размеров, мне кажется, это самый практичный. Формат А3 это дико удобно для того, чтобы рисовать практически. Чтобы не ужиматься. Ну, вот в этом тоже особо не ужимаешься, но уже на грани. А вот в этом рука твоя чувствует себя очень свободно. Очень удобно. А когда еще откроешь полностью, то вообще можно прямо разгуляться. Формат А2 это не шутки. Берите и используйте, супер крутая. Чтобы графики мои научиться, ссылка в описании к видео. А тут много супер полезных видосов про простое и симпатичное рисование. Скетчинг. Эдуард Кичигин. Итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка.